Всем привет! Иду через поле. Таежное поле, можно так сказать. Уже мечтаю в тайгу зайти быстрее, потому что витрина, пурга, такая мелкая пурга. Иду в избу, которую вообще никогда не снимала, никогда в ней не ночевала и вообще не знаю, что меня ждет. Поэтому у меня есть план Б. План Б — это исполнить план А. А если серьезно, если что-то с избой пойдет не так, то мне сегодня придется в тайге выживать среди снегов, ветра, у ноги. Я серьезно. Потому что я не знаю, что меня ждет. Я в этой избе никогда не ночевала. Все время мимо проходила и пару раз только заглядывала. Даже вообще не помню, есть ли там печь. Вот такие дела. Дорогу не снимаю, экономлю время. И очень тяжело в такой холод в пургу снимать. Когда ветер, очень мерзнешь. А так все отлично. Иду, борюсь с ветром и снегом в лицо. Зашла я наконец-то в тайгу. Тут еще темнее, еще мрачнее. Надо быстрее шевелиться, потому что идти еще прилично, а скоро уже начнет темнеть. А так сегодня более-менее тепло. Я почему сегодня и пошла. Ну, не думала, что такая прям пружина будет. Пошла специально в такую погоду, думаю, посмотрела, что снег весь день будет идти. Думаю, нападает, такой пушистый, красивый. А он мелкий. Все темно везде. Еще и пружит с ветром. Глаза прям такой колкий, знаете, когда. В общем, не угадала маленько. Вот. Поэтому немножко переживаю, как там с избой с этой, вообще как, во сколько я дойду сегодня. Поэтому снимаю дорогу очень мало. Вот такая погодушка. Мрачная, серая. Еще и темнеть скоро начнет. Сегодня еще раньше потемнеет, потому что мрак. Все, закончился мой кайф. Я тороплю. Снега достаточно много. Не прошло и полгода. Я зашла второй раз в тайгу. Только я камеру включила, из-под снега рябчик взлетел. Почему не успеешь такие моменты снимать? Эти рябчики такие внезапные. Пугают так. Ну, не от неожиданности вздрагиваешь, потом понимаешь, что это рябчик. У меня щеки все красные. У меня вообще все лицо горит. Мне самой жарко, потому что я там так напревозмогалась на этом поле. Фу. Теперь я вся мокрая. Ну, сейчас хорошо, хоть тропа хоть какая-то есть. Можно идти. Правда, ноги по таким тропам обычно ломаешь. Ну, хотя бы не надо снег по колено тропить. Зашла снять косулю на следы и провалилась в снег по колено. Обалдеть. Вот из-за этого я пошла в снежную погоду, чтобы вот такое снимать. Но мне, конечно, хотелось, чтобы деревья были более пушистые такие, как я до этого ходила. Ну, пока хотя бы так. Тоже красиво очень. Тут такие буреломы. Вообще, хорошо, что мне не в ту сторону. Я иду по тропе. Кстати, у меня ЧП. Я потеряла вот такую ножку от штатива. Вот видите, две тут есть, одной нет. Выдвижная ножка. Теперь у меня штатив намного короче. Я не смогу полноценно снимать. Печаль такая. Он у меня давно разваливается. Уже весь просто раскрашивается. У меня есть дома хороший штатив. Мне подписчик присылал.
Но он очень тяжелый. Он килограмм весит. И, конечно, такую тяжесть, такие походы сложные я не таскаю. Его можно брать в более простые походы, чаще всего в летние, на 2-3 дня, когда меньше тащишь всего. Короче, надо новый штатив покупать. Какой же красивый лес. Уже в сумерках так немножко. Скоро совсем начнет темнеть. Вот такие картины мне нравятся. Когда вот такой пушистый снег. Такими огромными шапками. И вот так вот на дерево поднимается, подкрадывается. Такими ступеньками снежными. Снежок идет. Так тихо в лесу. Там где-то за пределами ветер дует. А здесь хорошо. Тепло даже. Кстати, обычно этот маршрут я хожу на лыжах. И сегодня думала пойти на лыжах еще. Но потом что-то передумала. Решила по пешкодрапам попревозмогать. И мне кажется, я правильно сделала. Короче, решила я немножко остановиться. Заканалась нестись уже. Там еще ужасный такой подъем будет до этой избы. Еще непонятно, что там с дровами и вообще как там. Блин. Но это вот на поздней электричке я поехала. Так получилось. Чаю маленько хоть глотну. Да отдохну чуть-чуть. Я не успела. Косуля сейчас тут лаяла так громко, прям близко очень. Видимо, я ее спугнула. Давай, гавкни еще. Оп! Оп! Блин. Ну все, убежала. Прямо вот тут гавкнула. Так сильно громко. Елки-палки. Надо прям в темпе вальса. Даже быстрее. Потому что уже, ну, вообще капец. А мне еще прилично переть. Ну, я как всегда. С этими поздними вылазками моими, блин. Горячий. Надо снега добавить. Есть уже хочется, капец. Вот они. Свежие следы косули. И ни одной. Вот они расходятся сразу две косульки. Уже вот так вот сумрачно в лесу. А я все бегу, превозмогаю. И мне еще прилично бежать. Мне сейчас в гору шарашить. Короче, там за кустами подъем очень-очень резкий наверх. Прилично подниматься. В общем-то, я начала подъем. Ну, камера сейчас не передаст в темноте, насколько тут крутой подъем и насколько долго мне подниматься. Я, как всегда, люблю себе трэш это поустраивать. Ой, блин. Я не специально, честное слово. Так получается. Еще сейчас избу искать. Что я-то примерно помню, где она. А так в темноте попробуй, найди. Ох, блин, не свалиться бы. Фух. Ладно, тут надо без камеры лезть. Походу ничего не видно. Как тут круто. Вот там еще круче гора начинается. А за ней еще гора.
И еще гора. Смешно. Это приключенница, конечно. Такие елочки маленькие, красивые. И сосенка маленькая. А зато снег как блестит красиво. Поднялась одну горку первую. Самую сложную, она самая жесткая. Такой ночной лес, ночная тайга. Я на верхушке, тут ветер. Мне сейчас после крутого подъема немного вниз. Надеюсь, я где-то там ее найду. После очередного крутого подъема. Пока я ничего не вижу, темно сильно. Даже фонарь ничего не видит вроде. Блин, в темноте чуть не прошла. Ее не видно. Она еще зеленая, по-моему. Вот такая, знаете. А нет, не зеленая. Или зеленая. Короче, маленькая изба такая. Сейчас от этой избы зависит моя судьба дальнейшая. Короче, вот такая избушка. Маленькая, но уютненькая. Сыростью пахнет немного. Тут хоть от ветра укрыться можно. Дрова, главное, есть. Для начала можно печку затопить. Кстати, вот такая печка тут маленькая совсем. Не знаю, получится ли что-то тут отопить. Какие дела. Я тут даже никогда не разглядывала ничего. Пару раз заглядывала и все. Не сидела, никогда не ночевала в этой избе. Первый раз решилась прийти. Короче, я с карематом еле захожу тут. Все-таки тут хоть теплее. Места мало, конечно. Не хватит. От ветра хоть. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Печку затопить. Вот тут даже вентиляция есть, но она закрыта почему-то. Много достаточно дров. Вот и там все забито. И тут поленница такая. И вот здесь поленница, и они уже, по-моему, вот эти сырые все. По крайней мере, выглядят сырыми. Видимо, наверное, может, редко ходит в эту избу, а может, пополняет постоянно. Пойду веточек наломаю хотя бы. Запалить печку чем-то. Там, конечно, и береста есть, и у меня есть эти сухое горючее, вот эта вся ерунда. Но сухие ветки все равно надо, чтобы разгорелось получше. Для начала. Лучше бы, конечно, сосну, но я сейчас не пойду искать по темноте. Ветер, холодно. Как бы холодно. Надеюсь, изба натопится. Согреется хоть немножко.
Вот у меня тоже в избе вот типа такой печки маленькая была. Только более квадратная, не такая длинная, которую украли. Ой, так я не могу туда никак печку отнести. Печка есть, даже две, только очень далеко. Доставлять сложно. Изба стоит без печки. Кто не смотрел про мою избу, в которой украли печку, посмотрите. Не знаю, как я по ночи дрова буду искать. И топора-то нет. У них, если есть, они, наверное, его прячут. Наверное, не поколю тут ничего. Чтоб не мучиться, сухое горючее. Тут не заслонка вот такая. Такая заслонка интересная. Если от нее толк. Ну, что-то маленько разгорается. Надеюсь, все-таки будет все нормально. Вышла на улицу посмотреть дрова, так сказать. А тут дров-то полно. А у меня ни пилы, ни бензопилы. Такая, конечно, есть. Ни топора. В общем, не знаю. Может, даже и не получится дров добыть. У них полно тут дров так-то. Вот дрова. Вот огромное бревно. Да. Может, даже и дрова не надо добывать, потому что у них их полно дров. Зачем смысл тащить? Вот же они здесь лежат, их много. Поэтому, может, даже и не буду искать тут по ночи бегать под снегом дрова. Дров хватает. Ну вот, пошел дымок. Ожила изба и печка. Главное теперь, чтобы нагрелась там. Вот такая она в ночи. Интересная. Да, она зеленая. Не показалось мне. Ой, холодно. Меня аж трясти начинает. Короче, там вообще дубак на улице. Не знаю, сколько времени понадобится, что тут хотя бы немножко нагреть эту избу. Тут и дым немного вот пошел, и пар, испарения от печки. Сейчас пока тут маленько нагреется. Тут, короче, все в инее. Вся просто изба, она сейчас капать вся будет, потому что она вся в инее. И это мне придется переждать, так сказать. Пока не буду не располагаться, ничего. Вот это все, это пар. Это не дым. Ну, так вроде печечка разгорается. Что-то там горит. Буду надеяться, что погреется маленько. Пока она такая. Вон, рука спокойно терпит. Тепленькая. Еще никого тепла нет совсем. В общем, приоткрыла вот так маленько печку. И она сразу загудела так сильно. Вот, решила маленько ее так подержать, чтобы она там просушилась. Вся вода, чтобы просушилась. Вон с крыши капает. И это не крыша протекает, это просто все в инее. Вот, все блестит. Пока это все не растает, это все будет капать.
А изба вся такая снежная. Прям снежная такая. И представьте, это все будет капать. Я не знаю, до туда тепло дойдет или нет. Но я вообще-то тут спать собираюсь. Не знаю, насколько можно эту избу прогреть. Посмотрим. Дрова чужие, как бы я не собираюсь много жечь, так, чтобы чуть-чуть тепло было. В общем, я тут в условиях таких создаю сказку. Повесила гирлянду. Это у меня, знаете, такой новогодний выход. Скоро Новый год. На Новый год я не смогу, я решила вот так вот сделать. Ну почему именно в эту избу, я не знаю. Тут холодно так, не знаю, нагреется ли печка. Вот так вот гирлянду повесила везде. Ну ее с освещением, конечно, плохо видно. А вот так лучше. Украсила избу. Даже вон еще моток остался. Устала украшать. А вот так я сделала снаружи. Вообще класс. Какая-то у меня машина получилась с эскаватором, с ковшом. Случайно. Как смогла, зацепила гирлянду. Вот такая новогодняя изба с дымком. Печка горит. Кажется, домик теплый, нифига. Там пока что не тепло. Ну, теплее, чем на улице, потому что на улице вообще холод. Лютый. И похолодало, и витрина сильный. Да, все-таки хорошо, что я хотя бы в эту избу попала. Потому что я бы просто, наверное, очумела бы там в тайге. Ну, конечно, я бы Надью сделала, у Нади-то тепло бы было. Но это мне пришлось бы всю ночь за ней следить, наверное. Еще и лежанку какую-то делать. У меня же ни палатки, ничего нет. Вот, хорошо, что это изба, и хотя бы от ветра можно укрыться. Ну и у самой печки, если сидеть, то чуть-чуть потеплее. А так вообще холодно. Мне кажется, эту избу очень тяжело прогреть. Скорее всего, сюда зимой вообще не ходят. Наверное, тут только в теплое время года отдыхает, может, кто-то. У меня тут уже расколбас полный. Так хочется раздеться, но холодно еще. Шапку я сняла, потому что мне неудобно в ней. Теплее, конечно, чем на улице. Ну, потихоньку изба прогревается. Знаете, у этой избы все-таки есть шанс прогреться. Весь потолок мокрый, все везде капает. Веника даже не нашла, искала. Может, конечно, у него где-то чего-то тут и попрятано. Ни топора, ни веника. То есть, если бы я топор нашла, я бы, конечно, дров бы поколола. Так как я взяла же дрова. Ну, не судьба, видимо. Вот, и веника нет. Ну, как-то же человек, наверное, тут убирается. В избе это вроде как чисто. Вот какая-то кисточка. Надеюсь, меня простят за то, что я кисточкой смахиваю стол. Может быть, она для этого и нужна. Вот, тут на стол прям капает сильно. Весь потолок мокрый. Мне уже есть так сильно хочется. Я сейчас на печку поставлю воду. Вообще, наверное, снег поставлю, потому что я принесла 2 литра воды. И у меня с собой было 800 миллилитров на попить. Я ее уже всю практически выпила. И вот термос небольшой, 770 миллилитров чая. Там тоже где-то полтермоса. Ну, короче, у меня 2 литра воды осталось. Мне еще сегодня и завтра надо. И пить обратно же еще с собой надо. Поэтому, наверное, буду снег топить. Поставлю, и у меня вареники я сегодня взяла. Ну, типа как, праздник же. Новый год, ну так сказать. Ну, у меня такой Новый год, знаете, я же не праздную ничего. У меня будут вареники, я даже разорилась, купила красной рыбки немножко. Интересно, долго она капать будет? Скорее бы уже просохла, что ли. Вот за этими штуками, кстати, там стенка еще. И она просто вот вся со всех сторон, эта стенка, она вся в инее, снежная. Поэтому эту избу долго надо просушивать, прогревать. Вот. Ну, посмотрим. Шансы есть, раз уже потолок даже здесь стал таять.
так, конечно, сильно, как хотелось бы, но я думаю, еще потеплее. А на улице-то капец какой дубак. Уже даже окошечко оттаивать стало. По мере подтаивания снега буду досыпать. Уже практически растаял. Можно чуть-чуть будет снега сейчас досыпать. Сначала я подкину снег. Даже кочерги нет, либо она есть где-то спрятана. В общем, такие спартанские условия здесь. Ну хоть такие. Все лучше, чем на улице. Жалко, топора нет. Я, блин, знала бы, свой взяла. Хочется дров поколоть. Согреться, так сказать. Да, я уже, в принципе, согрелась. Уже теплее намного стало. Ну, как бы пополнить хотелось бы. Ну, ничего не поделаешь. Походу, короче, тут мышь живет. Как бы она мне ночью спать не мешала. Ты, мышь, ты как тут живешь? Ну, блин, холодно же. Прям у нее нора там, походу. Не знаю, или она просто дыру прогрызла. Ё-моё. Она дохлая. Видимо, она себе сделала нору, а в итоге думала, что тут тепло. А в итоге замерзла, что ли? Ничего себе находочка. Сейчас пойду ее аккуратно вынесу. В перчатках надо, да. Закопаю где-нибудь снег. Снимать это, конечно, не буду. Похороны мышки. Я тут переодеваюсь, переобуваюсь. Грею вот так вот свои калошики. Что они ледяные. И носочки теплые на Домбае покупала. Такие прикольные. Вот сейчас переоденусь в сухое, в теплое. То мои ботинки. Я туда-сюда бегаю, с тепла в холод. И, короче, они постоянно, снег на них липнет. Надо их посушить. Короче, вода вообще не хочет никак закипать. Время, наверное, уже около 9 вечера. Я вообще замучилась уже ждать. Я же не могу кучу дров тут жечь. Не своих. Вот, уже и дверку открывала, и эту открыла. Так вот я развесила все. Сушиться. Штаны у меня снизу вообще мокрые. Ну, они сильно не промокают, но, короче, у них эти мокрые внутри. Снег туда попал, растаял. Вот. Куртка тоже сохнет. Носки аж вон туда запихала. Тут вот так вот все сохнет у меня. Вот здесь я еду повесила. Вот там у меня вареники ждут, не дождутся, чтобы не растаяли. Вот такие дела у меня в избе. Полотенчика тут повесила уже, знаете, такая, как дома у себя. Потеплело мне сразу, хорошо стало. Вот, там маленько все разложила. Но стелить еще не могу, так как с крыши сильно капает, особенно в той стороне. Туда тепло меньше уходит, поэтому там дольше будет сохнуть. Но надежда есть. Я переоделась. Мне хорошо. Штанишки надела. Сухие носки. Калошики свои любимые. Хорошо, что я их взяла. Вот. В избе более-менее нагрелась. Но не сказать, что прям уж тепло. Ну, раз уж я разделась, значит достаточно тепло. На улице такой витрина, просто сильный очень. Насчет мышки хотела сказать.
Мышку я вынесла, убедилась, что она точно мертвая. Вынесла, в снегу закопала. В общем, YouTube запрещает такие видео выкладывать, поэтому я ее замажу. Вот. Печка никак не хочет нагревать мою воду. Я думаю, наверное, я сейчас все-таки, заверну в фольгу, порежу морковку с картошкой, майонезом все это смажу, заверну в фольгу и вот там подвину дрова и в углях вот тут с краю попробую запечь, потому что уже ужас как хочется есть. У меня толком, ну, рыба вот есть. Вот. Все готовить надо. Только я собралась картошку с морковкой делать, и свершилось чудо. Вода закипела, я там пошушала дровишки, и в итоге она закипела. Все, я закидываю вареники. Ой, вот через эти дырочки вода проливается. Не рассчитала маленько. Теперь главное, чтобы они сварились. Такой у меня интересный праздник в избе. Для некоторых это вообще не праздник и не праздничный. А мне хорошо. Для меня это праздник. Такой скромненький, спокойный. Только мой. Так, а может быть, если в фольге, то тогда их кубиками лучше тогда порезать. Я-то думала на шампурике, тогда бы дольками. Сейчас картошку порежу и морковку порежу. Морковку, наверное, помельче надо. И майонезом все это сдобрю. Запихаю в печку. У меня, правда, фольги мало, потому что я не рассчитывала картошку в фольге делать. Я в фольге вообще вареники несла. Большинство людей себе представляют праздники. Это когда много шума, гостей, много всяких разных блюд, выпивка там. А для меня это вот такая вот уединение, тишина. Кстати, половинку лука порежу еще. Хотя я не рассчитывала сюда лук добавлять. Но у меня луковка есть небольшая. Половинку оставила с рыбой, половинку сюда. Так вот, для кого-то это не праздник, это тоска, как мне некоторые пишут. Тоска зеленая, как тебе там скучно, наверное, тоскливо. Или, как мне говорят, бери с собой кого-нибудь, веселее будет. Или вдвоем веселее, там, глупо веселее. Ну, я вообще не понимаю вот этого слова веселее. В смысле, я что в тайгу веселиться иду, что ли? Мне и так хорошо. Вот. И для меня вот такой вот, даже я вот гирлянды повесила, да, украсила дом, красиво так стало. И все, это для меня уже праздник, я такая радостная, мне так хорошо. Я тут еще, когда выключаю камеру, музыку слушаю, пою, потому что при камере я не могу этого делать, так как авторские права на ютубе, я уже говорила. Вот, поэтому приходится выключать. А так у меня тут музыка, я песни пою, у меня тут гирлянды. В тайге где-то, понимаете, далеко. Одна. Так украшен домик красиво. Это вообще, в таком некоторые, мне кажется, могут только мечтать. Сейчас я вот майонез выложу сюда. Капец, как я уже есть хочу. Вы просто себе не представляете. Ну вот сижу, и мне там на голову какие-то капли капают. Вообще замечательно. У кого еще такие праздники бывают, когда вода на голову капает?
Ну вот, сейчас все это перемешаем с маноезиком. Я же даже для вареников сметанку взяла. Упаковала ее. Так же вот, как майонез. А они вареники по все опять вариться не хотят. Как бы они там вообще не прилипли. Вот, все. Перемешалось, все. Надеюсь, у меня хотя бы вот это блюдо получится праздничное. Неожиданное причем, потому что я его вот так вот готовить вообще не собиралась. Я надеюсь, все нормально там. На углях-то хотя бы приготовится. Вот такая красотища. Сейчас я это все заверну и отправлю в печку. Я думаю, должно запечься. Даже если морковка чуть не запечется, я даже люблю маленько недопеченную. Главное, чтобы картошка пропеклась. Вот все, печка меньше стала, ну, гореть и сразу холодает. Там же витрина такой. Избу выдувает, видимо. Надо ее кочегарить, блин. А я собралась блюдо делать на угле. Надеюсь, мне фольги этой хватит. Обычно побольше заворачиваю. Тут еще, кстати, минус съемки в этой избе, что она маленькая такая, и невозможно просто камеру поставить, чтобы нормально меня снять. Мне вот не нравится, как меня снимает, растягивает сильно. Ничего не поделаешь с этим. Пользуюсь палочками вместо кочерги. Ну что вы тут не хотите гореть у меня? Потому что дрова отсюда беру, чтобы жалко хорошие брать. А вот эти они мокрые, сырые. Или влажные. Короче, они мокрые, короче. И вот они не горят. Нифига вообще. У меня там вареники просто сейчас стухнут. Я вот единственное не знаю, как я доставать. Положить-то туда положу. Опа. А как я это потом достану? Наверное, как-то палками. Специально выскочила на улицу домик поснимать. Такой красивый. Такой красивый. Вообще. Мне очень нравится, как я его нарядила. Правда, завтра придется все это скручивать. Но это будет завтра. Дымок там идет. Печка топится. Музыка играет у меня. В общем, чем не праздник? Здорово же. Холодрыга. А я вышла снегом побросаться. Праздник же. Главное, что я потом погреться могу, это уже хорошо. Мне все хватит. Ничего себе я тут покидала. Зато так весело вообще. Вот и веселье вам. Как в детстве. Покидалась, побросалась. Снега, правда, нагребла в ботинки. Сейчас надо все это вытряхивать, пока не намокло. Варенички наконец-то сварились. Не прошло и часа 2. Ну, 1,5, может. Пока вода закипала, я имею в виду. Ну, 2, наверное, даже. Ужас. Но потом закипели они все-таки. Сварились вроде как. О. Сейчас буду варенички наконец-то кушать со сметанкой. С рыбкой красной. Картошку пробовала, она уже почти готова. Тоже скоро сделается. Вот такое шикарное блюдо я сейчас буду кушать. Вареники со сметаной домашние. И красная рыбка с луком.
И сейчас еще картошечка подоспеет с морковочкой. Сейчас как вкусненько поем. Ну, чем не праздник? Наконец-то я поем. Вкусненькая, сытненькая, горяченькая, праздничная. Ох, как я проголодалась-то. Пока я кушала вареники, я их еще не доела. Вот такая вкуснятина у меня приготовилась. Маленько тут продрявилась, я кое-как вообще вытащила. Думаю, что там, может, даже чуть-чуть подгорело снизу. Но ничего страшного. В основном-то она готовая. Вкусненькая. Сейчас я буду реально наедаться. Вот печечка-то разгорелась. Когда не надо уже. Не, ну вообще-то надо, чтобы тепло было. Пробуем, 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 пробуем. Картошка пропеклась. А вот морковка, она такая полуготовности чуть-чуть. Все равно вкусно, я люблю такое. Главное, не сырое, ничего. Особенно, когда ты такой голодный. Все такое вкусное. Вот он праздник, вот он праздничный стол. Заметно, да, какая я голодная? Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Готовлюсь я уже ко сну, уже время 12 час. Я, как всегда, посидела так хорошо. Вот, тут одеял столько. Вот эти одеяла вообще в идеальном состоянии. Вот красное, вон то оранжевое. Да, и это, в принципе, неплохое. И оно вот так было специально завернуто. Внутри чистое, а снаружи, видимо, ну, грязь там вот это вся сыпется с потолка, там мыши, если бегают. Просто потом вот так раскладываешь, и получается чисто одеяло полностью. И сверху я еще свой каремат постелила. Сейчас спальники разложу. У меня аж 2 спальника. И думаю, если что, сверху можно потом одеялом даже укрыться. Тем более, что потолок еще так и не просох. Так с него и капает. Я боюсь, что мне на спальник будет капать. Поэтому лучше, наверное, его сверху одеялком прикрыть. И теплее будет, и чище. Ой, выскочила перед сном на улицу. Меня все трясет, но так красиво. Мне кажется, еще темнее стало. Из-за этого более выражено. И самое главное, дополняет все луна. Такая луна. Это все вместе так шикарно смотрится. Просто в камеру все вместе не влазит. Как ни стараюсь, не входит. Ну вот почти. В общем, я взяла свой любимый пуховый спальник Ситу Саммит фирмы. Вот. Видно, надеюсь. И взяла еще один простяцкий спальник. Летний. Тоненький-тоненький. Я его внутрь вставлю. Но в него пока не буду залазить, а просто если буду ночью замерзать, я залезу во второй спальник. Ну и как всегда взяла пуховую куртку, пуховые штаны, пуховый чуни. Я же не знала, где я буду и как спать, и что меня ждет. В общем, я
всего набрала. И даже грелок, самогрелов набрала. В общем, такие дела. У меня все есть, если что. А ночью я всяко замерзну. Это сейчас пока тепло, пока печка. Она очень быстро остывает. И тут у меня, кстати, пуховая куртка со штанами. Сейчас вот только перестану подкладывать и все. И махом похолодает, потому что ветер и избу очень быстро выдует. Поэтому у меня столько всяких шмоток. И я думаю, что я не замерзну. Короче, чувствую, я тут как принцесса буду спать. Хоть я и не люблю, когда меня принцесса называют. Или особенно королевой. Вообще терпеть реально не могу. Но сегодня я буду спать как принцесса. Вот. Сначала не хотела все-таки одеялом накрывать. Но потом как начала тут капать. Я тут сразу же накрыла. В общем, у меня там полный спальник всего. Я туда вещи всякие сложила, кроме уличных штанов, потому что штаны уличные, ну, они же толстые, лыжные, их не положишь, что ли. А все остальное все поскладывала туда. И все, что я потом пододену, когда начнет холодать. Там куртку, штаны, спальник. Чего не пуховое, вот это все. Ой, что-то я сегодня так реально устала. Я столько напревозмогалась. Сейчас с таким удовольствием вот так лягу и ноги вытяну. Оп, все. Котик, кстати, со мной. Я его в рюкзак прятала, потому что снег шел, и мне пришлось в рюкзаке его нести, а то он весь бы промок. Ой, как хорошо-то. Ой, спине просто какой кайф. Ну, я реально как на перине. Как на перине лежу. Еще бы было так вот тепло до самого утра, до того времени, как я уходить буду. Было бы вообще круто. А сейчас вот только я начну засыпать, печка перестанет гореть, и все. И начнет изба остывать. Доброе утро, земля. Спалось вообще отлично, тепло, я вообще не замерзла, даже временами было жарко. Я даже не надевала пуховые штаны, ничего не пуховые, вообще босиком спала. То есть я себя так упаковала, что мне было тепло и комфортно. Единственное, куртку накидывала, и то она расстегнутая была. Проснулась еще 8 не было, сейчас уже без 29, надо вставать. Печку затапливать, потому что изба-то вымерзла вся. Вылезать я вообще не хотела очень-очень, потому что в избе очень холодно, окно уже замерзло. И окно замерзло, все, изба промерзла опять. На улице вообще дубак, но в избе немножко потеплее все-таки. Вот, надо растапливать и прогревать избу, делать утренние дела. Может быть, я даже сейчас печку затоплю, еще маленько поваляюсь. Подожду, пока потеплее станет. Я вот вчера специально тут несколько дровишек положила, чтобы они просохли.
Кстати, я оставляла же все-таки этот пауэрбанк там. Ну-ка. О! Не разрядился, надо же. Все. Праздник продолжается. Я сейчас поваляюсь. Холодно. Погреюсь маленько. В избе, знаете, реально намного теплее. Потому что я вышла на улицу немножко избу поснимать. Просто руки сразу отстегиваются. Вчера было теплее на улице. Хотя был ветер. А сегодня прям чувствуется, что там мороз. Потому что руки сразу прям отмерзают. Все. К сожалению, термометра здесь нет. Может, где-то есть, но я его нигде не увидела. Я брала с собой термометр. Но он у меня крякнул. Может, от холода, не знаю. Ну, в общем, не показывает ничего. К сожалению, не могу точную температуру посмотреть. Ну, по прогнозу должен был быть мороз. Ну и чувствуется, что там мороз. Кстати, вот изба, она все-таки потом просохла, потому что печка потом ночью так раскочегарилась. Сама по себе не знаю, что с ней случилось. И в итоге вот надо мной она более-менее просохла. Ну вот где-то еще есть подтеки. Вот. Ну вот здесь мокро. Чем дальше, то есть тепло вот туда вообще уже сложно доходит. Там совсем мокрая. Она сейчас подзамерзла немножко. Сейчас, наверное, уже ей не хватит времени оттаять полностью. Ну вот до сюда, получается, она более-менее прогрелась и просохла даже. И, кстати, лежу, смотрю, вот эта вот балка, она уже делалась после постройки избы. Видно, что я уже после додумали. Это, конечно, не совсем продумано, потому что, ну, она типа, наверное, как будто бы поддерживает крышу. Вот, ее надо было, конечно, делать до того, как вот эти начали класть. А, видимо, додумали уже потом. И здесь вот так вот такая держит штука. Это не совсем надежно. Хотя, с другой стороны, посередине столбик стоит. И вот там столбик стоит. Поэтому может и надежно. Не знаю. Ну, как по мне, лучше бы вот эту балку нужно было класть, когда еще крышу не начинали делать. О, надеюсь, скоро закипит. Уже дождаться не могу. Ой, хорошо так. Печурочка греет. Приходится ее вот приоткрытой держать, чтобы что-то закипело. Чтобы сильно прям жар шел. Закрываешь, она прям медленно горит. Тут потихоньку зубы почистила, умылась. Сейчас буду потихоньку собираться. Вот, гирлянда погасла, не прогорев даже полчаса. Ну, понятное дело, если пауэрбанк возле двери, удивительно, как он еще вообще полчаса даже проработал. Такой холод. Окошко уже все подтаяло. Капает он. Ну, кстати, это еще лед. Я думала, это подтаяло, это лед еще. Ой, как холодно. Кстати, только сегодня обратила внимание, что ручка, ну, обклеена вот так. Хотя вчера я за нее хваталась, все равно немножко прихватывала. Значит, наверное, все-таки рассчитана для морозных ночевок, холодных. А может, просто обмотали. Вот такие дела. Ой. Вот так вот тут такие сосульки образовались. Снег подтаял на крыше. Вот так вот там у меня в окошечке. И здесь тоже, кстати, сосулька есть. И не одна. Ох, ничего там сосулины. Нормальные такие. Быстрее, быстрее в избу. Ой, здесь тепло, здесь хорошо. Не так в этой избе, конечно, тепло, как обычно в избах, но терпимо. Жить можно. Вот такой у меня будет завтрак.
2 кашки заварим. Туда добавлю сублимированную ягоду, клубника, малина, молоко сухое, шоколадка. И у меня вчера осталось чуть-чуть красной рыбки. Доем, наверное. В общем, я включила второй пауэрбанк. Пока собираюсь, пускай гирлянда погорит. И знаете, у меня заработал термометр. Ну, так, я вывешала на улицу эту штуку. Вот, блин, только что 17 показывало градусов. 16,8. Ну, короче, ночью вообще, наверное, минус 20 было. Потому что сейчас уже 10 утра. И вот такая температура. Минус 16,8. Я не дождалась, когда вода закипит, но она почти закипела. Так начала уже, знаете, шуметь. И... Иначе я никогда так не позавтракаю. Мне всего лишь заварить кашу. Она заварится и просто горячей водой. Люблю по утрам кашку есть. В окошко смотрю, там уже солнышко выглянуло. Сегодня морозец, солнце и ветра нет. Прекрасная погода. Сейчас поем, соберусь и в дорогу. Идти мне несколько часов. К вечеру как раз дойду. Я уже 3-й раз выскакиваю. Холодно, руки отмерзают. Блин, сейчас еще снега нагребу. Какие сложности гирлянду снять. Как я ее вчера еще прицепила, не знаю. Мне приходится отколупывать, она тут примерзла. И чтоб не повредить. Ну, лед же таял. Блин, чтоб ни гирлянду не повредить, ни избу. Тут на ней везде сосульки, я сейчас буду ее отмораживать. Ой, все, капец, как я замерзла. Я сейчас пальцы отстегнутся. Тут еще пропустить надо. Все. Рюкзак почти собран. Совсем чуть-чуть осталось. Вон верхушка лежит. Все абсолютно так же застелила. Все так же положила, как было. Все на свои места поставила. Развесила, что я убирала. Вот. Все нормально. Все на своих местах. Ничего не брала чужого. Кроме немножко дров. Кстати, окно даже до конца так и не разморозилось сегодня с утра. Вот это вот узорчики. Не знаю, камера не передаст, наверное, узоры. Печка почти догорела. Я вот жду, маленько еще осталось. Занесла термометр в избу. Подождала и вот так вот прогрелась на нем. 8,9 температура в избе. Все, дождалась, когда печка потухла. Ну, там, может, что-то там еще теплится. Но уже, можно сказать, она потухла. Вот так вот я дровишки подсушила для хозяина избы. И даже веточек немножко оставила. Не знаю, пользуется ли он ветками. Скорее всего, нет. Что у него тут кора. Я ее не трогала. Дров я сожгла совсем немного. Учитывая, какой холод был. Совсем чуть-чуть. Вот отсюда сырых взяла. И вот отсюда немного сухих взяла.
Это все, что я сожгла за сутки, в принципе. А там я вообще дрова не брала. Короче, получается, дров остается много. Я старалась экономить, чужие дрова сильно не жечь. В основном мокрые брала, я их просушивала и ими пользовалась. По одной только подкидывала, чтобы сильно не жечь. В общем, вот такие дела. Все. Сейчас бы еще вылезти. Я там застреваю с этим скарематом. Опа. Еле-еле протиснулась. В общем, это изба хоббита. Ну, изба интроверта. Изба интроверта. Такая. Одна, ну, для одного чисто человека. Не, ну тут можно вдвоем, в принципе, ночевать. Но она маленькая такая. Чуть выше меня. Когда я гирлянду снимала, думаю, было видно по сравнению со мной, какая она. Ну все, пока избушка. Спасибо за приют. Было хорошо, уютно, немножко холодно, но нормально. Потом прогрелась. Было хорошо. Ночь была теплой. Хоть и было ночью минус, ну, 18-20, я думаю, было, раз утром было 17. Я бы поснимала бы тут вокруг, тут очень красиво, но места довольно узнаваемые, поэтому не хотелось бы выдавать местоположение избы. Хотя от нее уже, конечно, прилично отошла, но все равно. Ну, те, кто знают, те знают. А так лишний раз показывать такие места не стоит. Поэтому я вокруг не снимаю, хоть тут и красота. Спускаюсь этот шикарный спуск. Главное не улететь с камерой. Хорошо, тут хоть деревья есть, можно придержаться. А тут вообще не знаю, как сейчас слезть. О, слезла. Кстати, за ночь ветром подсдувало с деревьев снег, особенно возле избы. А вот здесь они в низине стоят, но я уже чуть-чуть осталось спуститься. И они такие беленькие, красивые. Как красиво на солнышке переливаются. Вот морозец подморозил сухую траву. И она превратилась в сказочно красивое растение. Так всегда зимой происходит. Просто рай. Птицы поют, солнце светит, все такое морозное, красивое. Свежие косулины следы. Очень сложно косулю снять, потому что особенно зимой идешь шумно, скрипишь снегом. Они очень-очень заранее слышат. Вот такой у меня получился фильмец. Предновогодняя сказка.
На носу Новый год. Я такая уже снегурочка вся. Праздник в тайге, в избушке. Такой тихий праздник. Такой, какой я люблю. У меня такое ощущение, что мороз опускается. Что морознее и морознее становится. Прям прихватывает сильно. Вон я уже вся как снегурочка. Иду такая, смотрю, шишки сыпятся с елки. Думаю, что не сыпятся. Наверх поднимаю голову. Дятел шишками бросается, представляете? Берет их вот так вот, склевывает и бросает. Вот они прям зеленой веточкой, красивая такая. Я дальше дорогу не буду снимать, потому что мороз крепчает. Мне идти еще далеко. Хочу без съемки спокойно дойти. И руки мерзнут, штатив таскать. Хочу его в рюкзак убрать. Вот. Спасибо всем, кто досмотрел этот фильм до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Я знаю, что многие смотрят без подписки. Всем спасибо. И до встречи на моих платформах. Пока-пока. Не одна я поле пораздела сегодня. Косули. Это свежие сегодняшние следы. Вот мои вот косули. И вот еще косули. Потому что мои, я вот иду, мои замело полностью. То есть их не видно. Поэтому это сегодняшние следы. Иначе бы их замело. Вот видите, я иду по вчерашнему своему пути. Моих следов вообще нет. Их замело. А это косулины следы. Интересно, мышь бегала. Как будто буква Ю. Прям буква Ю. Выбегала, тут что-то бороздила просторы. И потом в норку забежала. Прежде чем забежать, еще и пописала. Вот такая у нее норочка маленькая под снегом.